Один из самых фундаментальных вопросов, который может задать себе человек, а что происходит после смерти? Ну, доживем, увидим. Более приземленный вопрос, а что происходит во время этой самой смерти? Я бы хотел вам рассказать, если вы не против. А пока взгляните на это. Нет, эти свежие лягушачьи лапки дергаются не от волнения, кто же их скушает сейчас. Они дергаются, потому что их посолили. Когда голова на месте, мозг заставляет их двигаться. Но когда головы нет, соль тоже подойдет. А еще соевый соус, который также заставляет двигаться этого мертвого осьминога. Почему? Хороший вопрос. В передаче нервного импульса и сокращении мышечных волокон замешаны в том числе и ионы натрия, присутствующие в соли и соевом соусе. Мы ненадолго имитируем сигналы из мозга. Окей, весело. Но теперь главный вопрос. А что происходит отдельно с головой? Ведь там мозг имитировать не нужно, он на месте. Хо-хо. Какое же увлекательное приключение вас ждет. Смотрите до конца. Этот выпуск я решил сделать после того, как узнал новое слово. Декапитация. Это обезглавливание. Применяют, чтобы умертвить лабораторных животных и, конечно же, для казни. А о гильотине вы точно в курсе. С нее все и началось. Часто принято считать, что история гильотины начинается в 1792 году, когда Жозеф Гильотен предложил использовать так называемый механизм для более гуманной казни. Просто рубанул и все, голова все равно ничего не успеет почувствовать, да? На самом деле он просто предложил ее использовать. А почему назвали его именем, хрен вообще знает, ведь такая технология существовала намного раньше. Но что насчет гуманности? Разумеется, это лучше, чем было до этого. Палач машет своим топором, но не попадает правильно, вместо этого попадает по спине, потом в затылку. Зрелище страшное, но и нелепое, в общем-то. Роберту де Верё вообще 3 удара потребовалось, прежде чем его обезглавили. Разумеется, при таких раскладах ни о какой безболезненной казни речи идти не может, поэтому пришлось найти что-то понадежнее. Нужно что-то менять. Но заявка-то какая? Наша штука максимально гуманна и безболезненна. А вот это нужно было уже проверить. В первый же год произошел достаточно странный случай, который положил начало мнению, что все совсем не так, как думали изначально. Голову казненной Шарлотты Карде палач достал из корзины, и все увидели, что у нее появилась гримаса негодования. Поверьте, этого было достаточно, чтобы это все превратилось в городскую легенду. И спустя всего 3 года были проведены первые исследования этого феномена. Томас Зёммеринг начал критиковать гильотину как совсем негуманный метод. Ведь, по его мнению, мозг вполне себе жил еще какое-то время и очень даже чувствовал всю эту боль. Огромную физическую боль, ведь краткость удара не уравновешивает интенсивность. Вау, если это правда, это ведь полная жесть. Он собрал вокруг себя других ученых, которые тоже видели, что у головы двигались губы, моргали глаза. А некоторые ученые даже проводили эксперименты. Жан-Жозеф Сью был убежден в том, что гильотина — это, наверное, самая худшая и бесчеловечная казнь. Идея, что мышление может существовать в голове человека после обезглавливания, заставляет дрожать. В 1905 году был казнен Анри Лангиль. Даже осталась отредактированная фотография того момента. Но доктор Габриэль Барье жаждал поставить эксперимент над его головой. Вот как все происходило. Лангиль! Лангиль! Бум! Это в каждой сраной газетенке. Люди теперь не думают об этом. Они точно знают, что голова жила сознательной жизнью и реагировала еще 30 секунд. Ведь это видел не только врач, но и люди, стоящие рядом. Что за срань? Может да, а может и нет. Разве это можно назвать научным экспериментом? Скорее, это личный опыт, поэтому мы не можем расценивать это как доказательство. И разумеется, у всего этого появились противники среди людей науки. Ведь согласитесь, ожившая голова звучит довольно мракобесно. Они сказали, что все эти эмоции — это просто рефлексы, ничего удивительного. Механические движения губ и век у отрубленной головы нельзя расценивать как что-то сознательное. Точнее, нельзя утверждать так.
Но это совсем не то, о чем я хотел вам рассказать. Видите ли, в те времена нельзя было мозг живого существа подключить к специальному аппарату, который фиксирует деятельность мозга. Поэтому и приходилось додумывать. А сейчас можно. Так кто из них оказался прав? Думаю, что ответ вас удивит. Сначала я хочу показать вам организмы, которые могут выжить без головы. А такие имеются. Возможно, это станет нашей подсказкой. Новость, которую мы заслужили. В Техасе мужика укусила змея, и он чуть не откинулся. Хорошо, хоть успели спасти. Прикол в том, что перед этим он эту змею лопатой обезглавил. И голова пролежала еще 10 минут перед тем, как его укусить. Змея-зомби. Отличный фильм бы получился. Ну, это правда. Не ожидали? Известно, что, например, змеи и черепахи из-за медленного метаболизма могут прожить какое-то время после отсечения головы. Это не рептилия-зомби. Поэтому для них декапитация считается максимально негуманным способом. Нужно уничтожить мозг, иначе высока вероятность того, что он не умрет сразу. Исследователи говорят, что эти движения, безусловно, рефлексы. Но какое-то небольшое время мозг действительно может прожить, оставляя в сознании своего владельца. Знать, что у тебя нет тела, это, знаете ли, вообще такая себе идея. Я очень сомневаюсь, что те, кто отрубает им голову, спрашивают у змеи мнение. А не змеи могут себе такое позволить? Знакомьтесь, чудо Майк. Это цыпленок, который прожил 18 месяцев без головы. Звучит как тупой фейк. Так все и думали, пока цыпленок не стал гастролировать. Он стал любимцем публики, его кормили из пипетки, и он вполне себе жил. Но тут другая история. Когда его пытались убить, попали в очень удачное место, и большая часть ствола головного мозга осталась, которая отвечает за основные функции, что и позволило ему жить без головы. Он даже кукарекать пытался. Но к чему это я? Это единичные случаи такого плана, ведь несмотря на тело цыпленка, голова не подавала признаки жизни. А все потому, что теплокровные — это совсем другое. Сердечно-сосудистая система доставляет кислород и все необходимое к мозгу и другим органам. Понятное дело, если отрубить голову, все это прекращает иметь смысл. Давление крови падает, и мозг остается без кислорода, от чего быстро выключается. Это про нас с вами. Так если мозг сразу выключается, то почему появляются гримасы на лице у отрубленных голов? Логичный вывод – рефлексы, как происходит иногда с отдельными конечностями. Но какова вероятность того, что перед тем, как кислород перестанет поступать в мозг, он сможет что-то почувствовать? Вы только представьте, а что если популяризаторы гильотины ошибались, и человеческая голова чувствует боль и понимает, что ее отрубили? Проведем эксперимент. Для этого нужно всего лишь взять живого человека, подключить его мозг к электроэнцефалографу и отделить голову. Подумаешь, делов-то. Забудьте об этом, психи. Мало того, что такая казнь теперь существует разве что в Саудовской Аравии, так еще это просто ужасно. Разумеется, ученые не могут экспериментировать над людьми. Вместо этого у них есть лабораторные крысы. Как бы ужасно это ни звучало. На них было проведено много экспериментов в надежде понять, какой из методов убийства будет более гуманным. И вот насчет декапитации в каждом исследовании вывод более-менее схожий. Возьмем, например, одно из последних. Логично будет предположить, что если взять бедную крыску и отрубить ей голову, то мозг не будет подавать никаких сигналов. Мы бы сразу поняли, что она не чувствовала боли и не понимала, что у нее отвалилась голова. Но взглянем на это изображение. Вот момент декапитации, и после этого начинается что-то странное. ЭЭГ показывает некую активность на протяжении 3-4 секунд, и теоретически эту активность можно принять за сознательный движ. Погодите, что? 4 секунды сознания и боли после отсечения головы? Вы только представьте, никому из вас не хотелось бы почувствовать отделение любой вашей конечности, тем более без анестезии, а тут голова. Если боль все же присутствует, то эти пару секунд худшее, что можно себе представить, наверное. И каково было тем казненным людям? С другой стороны, если же мы рассматриваем все мнения, то нужно рассказать о том, что после обезглавливания и у мышей с анестезией, и у мышей бодрствующих ЭЭГ была практически одинаковая. What the fuck is this? И тут ученые дают два варианта. Или же это не связано с болью и сознанием, тогда никто не понимает, что это вообще нахрен такое. Или же отрубание головы — это настолько сильная стимуляция, что даже анестезированные крысы выходят из этого состояния. И все же вывод эти ученые сделали такой, что сознательное состояние после обезглавливания может доходить до 4 секунд. И это гуманно, по их мнению. Для них это 4 секунды, подумаешь. А для меня это, твою мать, 4 секунды? Серьезно?
Хорошо, что я нашел более новое исследование 2016 года, которое, кажется, пересмотрело этот подход. Я просто привожу выдержки оттуда. При обезглавливании очевидная проблема заключается в том, что обезглавленный мозг может быть в сознании и испытывать боль. Ответы ЭЭГ, наблюдаемые в течение первых 10 секунд после обезглавливания анестезированных крыс, согласуются с реакциями ЭЭГ на ноцицепцию. Это боль в привычном понимании. Взятые вместе, эти новые исследования предполагают, что обезглавливание может довольно быстро привести к потере сознания, но с сознательным восприятием боли до потери чувств. А еще там есть вот такое наставление. Не используйте обезглавливание, чтобы регулярно убивать грызунов, так как это может причинить страдания, которых можно избежать. Ключевое слово «может». Никто наверняка вам не скажет. Во всех руководствах пишут, что исследования должны еще проводиться, потому что пока что ни хрена не понятно. А я не телеканал, чтобы говорить. Ученые из села Всратое обнаружили, что при отсечении голова человека продолжает думать всякие мысли, а еще кусается и пытается сбежать. Нет, в моем стиле было бы сказать: мне не доверяем, все сами проверяем, ищем ссылки в описании. Стих? Что я понял из этого? Гуманность, видимо, достаточно субъективна для меня, и я, наверное, не смогу считать гуманным хоть одну секунду боли. Раньше люди думали, что придумывают максимально безболезненный метод казни, но сейчас это уже не так очевидно. Понимаете? Ответить на вопрос, о чем думает отрубленная голова, невозможно на данный момент. Поздравляю, вы попались на кликбейт. Но разве не этого вы ждали? Чтобы я что-то не смог объяснить. Ученые не знают, что происходит в голове после смерти. Они даже не могут сказать, сколько секунд вы будете в сознании, будете ли вообще, есть ли боль и сколько она длится. И, скорее всего, мы этого не узнаем. Не знаю, как у вас, а у меня появилась нехреновая такая пища для размышлений. Что это за активность в мозге? Боль? Осознание? Может, вся жизнь проносится перед глазами? Или нечто другое? Я думаю, что мы этого никогда не узнаем, потому что оттуда не возвращаются. Кто бы что ни говорил. Ну, надеюсь, я дал вам пищу для размышлений. Спасибо за просмотр. И, кстати, покупайте мерч. А мне пора. Ваше последнее слово. У меня день рождения 28 ноября. С наступающим. Черная пятница! Черная пятница! Что он сказал? Не знаю, о чем ты подумал, но Черная пятница никак не связана с чумой, болезнями и черной магией. Это огромная распродажа. Только люди очень демонизируют ее. Они думают, что, во-первых, это толкучка и драка в магазинах, а во-вторых, что их обманут, просто налепив ценник с какой-нибудь скидкой. Я и Letyshops категорически против этого, поэтому с 28 ноября по 1 декабря очень советую пользоваться этим сервисом, чтобы не быть обманутым. Это меня обманули. Где казнь? Да, так его, да. Ура, Для того, чтобы в полной безопасности закупиться в Черную пятницу со скидками до 70%, повышенным кэшбэком и розыгрышем призов от Letyshops, необходимо просто зарегистрироваться на Letyshops, выбрать один из магазинов, выбрать нужный товар, например, вот этот вот топор со скидкой 70%. Ага, вроде неплохой. Положить в корзину, оплатить как обычно, вернуть повышенный кэшбэк и автоматически участвовать в розыгрыше 50 подарков, среди которых iPhone 11 и AirPods Pro. Положи вот это вот еще. Я же говорил, что у меня день рождения 28-го. Дорого. Зато кэшбэк какой будет. Не прозевай, времени осталось немного. Ссылка в описании, там еще и призы есть. А вот здесь еще посмотрим. Да, вот это тут. Веревки. Не благодари.